Здравствуйте, друзья! С вами Форд. И сегодня вашему вниманию хочу представить обзор в стиле летсплей игры Metro Last Light. Я только-только начал играть в эту замечательную игру, прохожу сейчас первую миссию. Играю я на средних настройках, потому что на максимальных игра у меня тормозит. У меня Radeon 5850, мягко говоря, не самая новая видеокарта, поэтому так и получается. Скорее всего, я ее скоро поменяю и буду играть на максимальных настройках. Так, лестница. Что хотелось бы сказать в первую очередь, что даже при не максимальных настройках графики при высоких, она чудесная. Она оптимизирована и все действительно классно. Также в игре с первых минут заметно, что сохранилась атмосферность первой части и атмосферность сталкеров. Мы помним все прекрасно, что игра Metro 2033 была очень похожа на Сталкер. Не для тебя, цвету. Только если Сталкер, она более такая с открытым миром, а Metro была более такая скриптованная игра. Также и второй частью. Она более скриптованная, но с другой стороны сюжет получше и все такое. Видим капли дождя на противогазе, красиво все выглядит. Вот. Смотрим, какой сейчас будет открытый мир. Помним, в первой части открытый мир был не очень. То есть в метро внутри было намного все более детализированным, чем сверху. Во второй части, сейчас я смотрю, то... Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Во второй, в принципе, уже получше с внешним миром. Уже солнышко какое-то поярче. И графика все-таки лучше. Теперь слушай внимательно. Что касается оружия. Что касается оружия, у меня есть автомат, винтовка и пистолет. Само оружие в игре можно улучшать, вот, и тюнинговать его и все такое. То есть прикольно. Я буду тебя прикрывать. Вот, например, прицел этот я добавил сам. Вот. Или патроны можно тюнинговать. Также сохранилась в игре такая штука, как деньги, патроны. То есть есть просто патроны, они послабее, но ладно, удачи. Их много. Или меньше патроны, они сильнее, но они идут как деньги. То есть покупать разное оружие, простые патроны и все такое. Не, с миром они, конечно, поработали на славу. Я на месте. В сравнении Так, слушай. с первой частью так вообще не было всегда. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Да. Есть какое-то движение? Куда уже дошли технологии? Сейчас я по ним поработаю. Ого. Это стражи. Черные, ёпты, стражи, кто-нибудь сделайте. Куда, что? Снайпер, куда ты смотришь? Успел забыть. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Еще тройка, работаем. Отдача в игре классное оружие. Еще. Стрельба Смотри, тоже за камышами. интересная. Меняю магазин. Готов. Перезарядка. Играю на среднем уровне сложности, пока что оптимально мне подходит. И не сложно, и не легко. Один есть. Давайте попробуем с винтовки попробовать. Вариант. Так, давай влево. Там есть обход. Понятно, что не вправо. Перезарядка. Что мне очень не нравится, то что если прицеливаться, то нужно правую кнопку держать. Неудобно. Я привык, что правую кнопку нажал, оно держится. Нажать еще раз и отпустил. К сожалению, здесь такого нету, но... На 2 часа. Ну да ладно, это уже нюанс, я тоже поддержаюсь. Мелковат. Придираюсь. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Дьявол, вот эта скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Какие-то норы. Постой. Он должен быть тут. Ребята, пожалуйста, в прошлый раз просил. Вижу. Сейчас И я этот ему раз гаду. тоже прошу. Прыгай за
напишите, пожалуйста, в комментах, что вы думаете по поводу того, что я делаю обзоры в последнее время в стиле летсплей. Нравится вам такое или нет? Налево. Потому что я не знаю, в какую сторону двигаться, честное слово. То есть вроде как такой критики страшной нету по поводу моих летсплеев, но тем не менее, Направо. хотелось бы больше информации Он слышать прямо над тобой. Осторожнее. по Готов. этому поводу. Так, а куда дальше? Что-то я уже застрял. Блин. Да, немножко иду домой. Ого, какой красавчик. И сразу меня проглючило. Да, заставочки, конечно, неплохие здесь. Ого, да здесь подстава. Какой Тепленький. неожиданный поворот. Гутен Морген. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный. Господин штурманфюрер, свежие Ну, как поступления. обычно, какие-то подставы, все такое, в общем, понятно. В общем, что хочу сказать, ребята, игра мне пока что нравится, не знаю, как будет позже, но на данный момент это действительно хорошее продолжение крепко первой части. Да, это не прорыв, не новшество, но тем не менее игра мне нравится, и я думаю, что это будет одна из игр, которые я пройду за последнее время полностью, потому что я действительно не помню, какую игру последний раз проходил. Даже тот же Bioshock, который мне очень нравился, я думал, что я пройду, я его не прошел. Надеюсь, в эту я буду игру играть, советую вам в нее пройти и поиграть. А также смотрите мои обзоры, подписывайтесь на мой канал, лайкайте, дизлайкайте и все такое. Спасибо вам за внимание, всего хорошего и пока.